Всем привет, дорогие мои друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Как и обещал, CSL, Corn Stip ликер, кукурузный экстракт, кукурузный ликер, по-разному его называют. Для изготовления нам понадобится вода чистая из-под фильтра. Нам понадобится солод ячменный. О том, как изготовить солод, есть видео на канале. Ссылочку я дам в описании к этому видео. Нам понадобится кукурузная мука мелкого помола, можно использовать сечку, также весы, емкость для взвешивания, пекарские дрожжи, в данном случае активные дрожжи. Если вы будете использовать живые, натуральные дрожжи, тогда необходимо добавить чуть-чуть больше, в соответствии с инструкцией. Также мультиварка Redman. Рецепт сделан так, чтобы вы могли выйти просто на кухню и сделать его. Повторить его. Максимально я упростил, максимально адаптировал рецепт. Итак, добавляю 20% кукурузной муки, 20% от веса воды, чтобы вам было понятно. Добавили. Пересыпаем все это дело в мультиварку. Все тщательно вымотая. Вот здесь необходимо соблюдать полную чистоту. На 2-3 раза вымотая, продезинфицировано, все емкости, все это дело. Заливаю все это чистой отстойной водой из-под фильтра. Можно взять родниковую воду, можно бутилированную воду взять. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Такая густая, такая жиденькая кашица, чтобы получилось, чтобы не было комочков. Тщательно все это дело промешиваем. Теперь мультиварка. У всех разные мультиварки. Я сейчас объясню, как пользоваться мультиваркой. Итак, заранее приготовим солод. Солод добавляем 5% от веса воды. Вот так вот. Чтобы было до конца понятно, потому что могут быть вопросы. Полное видео я сниму в течение месяца, когда закончится процесс брожения, там, ферментации и прочее. Разолью все это по бутылочкам и расскажу. Там будет полное видео, будет большое, а здесь коротенькая версия. Итак, выставляю в режиме мультиповар 70 градусов. То есть теперь мультиварка будет поддерживать 70 градусов, температуру 70 градусов. Если у вас нет такой мультиварки, тогда вам необходима толстостенная кастрюля и хороший термометр. С помощью термометра вы должны ловить эту температуру 70 градусов. Но нагревать больше 70 градусов нельзя, потому что при 70 градусах кукурузная мука, растворенная в воде, вот этот вот кашица, она дает крахмал. Получается крахмал. Выделяется крахмал именно при 70 градусах. Опытным путем я подобрал, где-то в течение часа нагревался наш раствор, наша жидкость в течение часа при 70 градусах. Я подходил, капал себе на руку. И при 70 градусах уже была такая температура, когда уже чуть-чуть обжигала. Такая, что руку туда точно не опустишь. Ушло у меня на это дело
где-то час. Ну, можно спокойно закрыть крышку, поставить на час, каждые 10-15 минут приходить, открывать, перемешивать. Можно запастись градусником, чтобы режим мультиварки контролировать еще дополнительно градусником. Выставляю в режиме мультиповар 70 градусов и нажимаю ну, я по 15 минут делал, а вообще можно было сразу на 40-50 минут поставить, даже на час, ничего страшного. Она где-то нагревалась минут 45 до 70 градусов постепенно. И оставляем смело на час. Периодически проверяем, помешиваем. Затем, после того, как прошел час, выставляем в режиме мультиповар 50 градусов на 30 минут. Через 15 минут наша жидкость, когда остыла до 50 градусов, а это можно то же самое понять, если 70 градусов обжигает руку, то 50 градусов это такая, ну, предельная такая допустимая горячая такая вот горячая жидкость, которую можно терпеть. Ну, разница в 20 градусов она ощущается. И вот оставляем в режиме мультиповар на 10-15 минут. То есть в этом режиме мультиварка поддерживает режим 50 градусов, происходит запечатывание сахаров. Ну, подробно я расскажу в следующем видео. 50 градусов, смешали солод с кукурузным этим раствором, кашицей этой. Закрыли и оставили на 15 минут. Предварительно убедившись, что наша жидкость с 70 градусов остыла до 50 градусов. Так как у меня не было под рукой термометра, я просто поставил режим мультиповар 50 градусов на 30 минут. И за 15 минут я просто проходил и проверял. Прошло 15 минут. Выключаем мультиварку, переливаем получившийся раствор по банкам. У меня мультиварка рассчитана на 4 литра, поэтому я сделал из расчета 3-литровой банки. Получилось чуть-чуть больше. Чуть-чуть оставляем пространство для брожения. И оставляем остывать. Она должна остыть до комнатной температуры 25, 27, 28 градусов. То есть температура активации дрожжей. Та температура, при которой дрожжи активируются. Большая банка, она дольше остывала, вот эта полная банка. А маленькая баночка, она быстро остыла, где меньше жидкости там. Ну и буквально 1 чайную ложку достаточно. Ну, дальше одеваем медицинскую перчатку. Но я лучше рекомендую использовать неопреновые перчатки. Тоже они как медицинские, только более прочные. Более прочные, более крепкие такие. Потому что медицинские перчатки, они могут лопнуть. Очень такие они хлипкие. И для надежности фиксирую все это дело изолентой, чтобы воздух не попадал, чтобы перчатка не соскочила.
Теперь большая остыла, добавляю туда 10 грамм дрожжей. Можно больше добавить, можно меньше добавить. Чем больше дрожжей, тем больше активность брожения. И дрожжи добавляют необходимые витамины группы В. Здесь получилось где-то 2,5 ложки, где-то в районе 12 грамм, что ли. То же самое повторяем процедуру. Одеваем перчатку черную, неопреновую перчатку. Вот так, первая перчатка уже поднялась. Одели перчатку и затем оставляем в темном месте, в темном прохладном месте, чтобы не попадали прямые лучи солнца. Периодически перемешиваем, встряхиваем. И оставляем на 2-3 недели, пока полностью не закончится процесс брожения. Полное видео выйдет чуть позже, когда закончится этот процесс брожения. А в принципе в таком виде уже можно через 2-3 недели использовать. Добавлять бойлы, добавлять прикормку. Всем спасибо, всем пока.